У казахов есть выражение «салт-дастур». Также говорится «адет-ғұрып». Салт – это общее название, вообще общее название, а ғұрып – это как это осуществляется. Адет – это ведь привычка, слово. То есть почему? Потому что часто повторяется, поэтому называется адет. А ғұрып – это вот как раз обряд. Это привычка осуществлять обряды. Во-первых, зачем эти нужны традиции были? Они обеспечивали сплоченность государства, потому что живут все по этим правилам. Даже сейчас, если ты живешь по традиции, ты живешь куда спокойнее. Традиции наши – это наш светофор. То есть вот так можно, а вот так нельзя. У казахов за эти века набралось этих традиций великое множество. Я описал 156 традиций с доказательствами, и чтобы людям было интересно и понятно, я приводил примеры из исторических источников, и чтобы еще более было понятнее, и люди легче воспринимали, я приводил примеры из художественной литературы. Плюс я сейчас собираю названия казахских традиций. На букву «А» в моем списке есть 82 традиции. На букву «Т» 116 традиций. И на этом не кончается. Весь алфавит я вам не могу сказать, сколько там, но, по-моему, сейчас 600 или 700. Салт – это слово, которое очень содержательное. Там, может быть, не только вот имеется традиция в виду конкретная, а просто могут в разговоре сказать «казахтың салтында былай деп айтады». Ну, можно сказать, в традиции казахов говорят вот так. Но это же не значит, что какую-то традицию, там, обряд проводят, чтобы как говорить. Например, есть, когда они выходят в путь, они один к кому-то обращается. «Жол қысқартайық». Давайте укажем дорогу. Это вот дословно, если по-русски. Почему? Потому что, когда едешь, когда рассказываешь, время быстрее проходит. Понимаете? И это не так тяжело. А то, когда едешь, каждый может в свои дома уйти, или там, и вообще это будет скучно. «Жол қысқарту», то есть, если дословно перевести, укорачивание пути – это тоже традиция. Вообще, казахи очень жизнерадостный народ. Природа такая, из всего видеть положительное, радостное. И по любому поводу они могут дастархан раскрыть, туда все, что есть, положить на дастархан. Тут же могут соседи прийти, и песни, танцы. 5 человек посидят и повеселятся, они это тоже могут назвать той. Бывает, что вот где-то прочтешь в одной книге название, а в другой книге находишь описание этой традиции. Вот так у меня появилась статья о традиции көтерме. Дословно это поднять, а на русском языке это можно назвать всем миром. Есть такая традиция конной скачки. Ну, кто-то может сказать мне, Баке – это не традиция. Но если конные скачки проводятся традиционно, значит, это традиция. Так меня учила мой мэтр Асия Мухамбетова. Да? И вот я хочу про эту традицию вкратце рассказать. Когда идут конные скачки, к финишу какой-то всадник же первым прискачет, да? А казахские конные скачки были не вот так, что 500 метров или сейчас по стадиону там несколько кругов. Это могло быть 15, 50 километров. И когда первый
уже к финишу подъезжает, но скачет, где-то за 50 метров сородичи этого всадника забегают на дорогу, будем говорить, да, и с двух сторон берут за уздечку его, тянут к финишу. Понимаете? И это делается все очень весело. Всем миром мы довели как бы к победе, да? То есть от этого они получают удовольствие. Трудно найти грань, где вот заканчивается традиция, где начинается обряд, и где вот это спорт, а где это просто игра. Я не говорю, что это очень сложно, просто к этому сейчас идут исследователи. Вот когда родственники едут высказать соболезнования, вроде одна традиция, да? Көңіл-айту, они едут высказать соболезнования. Подъезжая к аулу, не приходят вот так спокойно на коне, они скачут. Это называется атқою. То есть отпустить коней. Уже за вожжи не тянешь, просто отпускаешь коней, и все скачут. Они скачут там, кто говорит бауырым, кто говорит атакем. Это такое зрелище, от которого оторопь берет, что человек себя совсем по-другому чувствует. Они потом подъезжают к аулу и как бы кубарем сходят и обнимаются. Это уже называется көрсу. Понимаете? Это тоже традиция. Но это все происходит один за другим. Казахские традиции – это идеология казахского народа. Чтобы понять, какие у народа традиции, надо знать эти традиции, надо пожить среди них. Чтобы узнать казахов, как минимум, надо прочесть казахские сказки, эпосы, ну и, конечно, хотя бы одну книгу художественную, это роман, эпопея «Путь Абая», Абай-жола. Академик Хан Сатпай, он сказал, «Путь Абая – это энциклопедия казахской жизни». Там вы найдете все. На казахском тое никогда молодожены не сидят на том почетном месте, где должны сидеть аксакалы. Мальчик вырос, стал мужчиной, женился. Благодаря кому? Потому что родителю, роду, родственникам. Значит, кто идет первым? Конечно, идут дедушки, бабушки, родители, родственники. И, конечно, на самом почетном месте должны сидеть аксакалы. И, конечно, ажелер, бабушки. Это нарушение не только вот этого самой традиции, это нарушение будущего, потому что будущее будет неправильным. Если сейчас казахи это не поломают, то они будут из года в год, они уже еще с советских времен это пошло, они идут не туда. Понимаете? А если они идут не туда, когда-то им придется остановиться и возвращаться назад. Это же жизнь, а жизнь же, она держится на уважении друг друга, а уважение друг друга держится на уважении старших. Поэтому только уважая старших, а за старшими арвахов, духов предков, мы можем построить, мы должны построить новое правильное государство. Если традиции нарушены, то нарушается все. С 20 века уже вот эта нить оборвалась, традиции, нить традиций. Советская власть пришла, вот так должно быть, вот так должно быть. Но начало это еще немножко подальше было, уже к концу, будем говорить, 19 века, перед 20 веком, потому что уже насильно везде шла исламизация, уже начали править муллы, так, имена начали
это давать детям мулы и так далее, и так далее. Этот хаос начал как бы превалировать в жизни, и сейчас оно продолжается. Раньше все знали, почему? Потому что они же жили аулами, понимаете? И это каждодневно они видели, что старшие говорят там про аруахов, каждый день видели, что как играют на домбре, каждый день видели там, хотя бы вот вечером, когда все собрались, после работы сидят, около юрты Дастархан накрыли, тут же соседи пришли, там же все родственники, все соседи, тут же они песни поют, говорят, а ну давайте бегите на перегонки или давайте бороться, и дети борются. То есть жизнь была сама школой, а сейчас все это разделилось. Люди идут на работу, с работы в институт и так далее. Деятельность, она стала разная. То же самое, например, вот цаукесер, да? Разрезание пут, когда ребенок ходит. Раньше перед ним ничего не ложили там. Ни ключей от автомобиля, ни книги, ни деньги, понимаете, ни домбру. Ну, если и ложили, наверное, какие-то явства по тем временам, да. Сейчас люди хотят пригласить на разрезание путь своих отпрысков знаменитость. Они популярны, они там каждую неделю по столько-то цаукесеров делают, да? Когда раньше приглашали аксакалов, уважаемых, там даже долгожителей, многодетных приглашали, да? Это же как они этим жили. Менің тұсауымды мына кісі кесті. Мои путы разрезал вот такой уважаемый человек. Он уважаем тем-то, тем-то, тем-то. А сейчас 100 человек, все дети, и всех их путы разрезал вот такой-то певец. Один и тот же человек. И главное, он не обряд совершал, он зарабатывал на тебе. Понимаете, да? Конечно, в те времена не платили, в те времена какой-то подарок давали. И даже тот не требовал подарок, но ему, конечно, что-то давали. Но не как сейчас. Вот столько-то 100 000 тенге. И баста.